Всем привет, дорогие наши друзья и гости нашего канала. Желаем вам отличного настроения, всего вам самого наилучшего. Спасибо большое, что вы с нами. Выпустила я ролик, почитала комментарии, постаралась я ответить. Конечно, я еще не ответила не на все комментарии. У нас на улице ветер продолжается уже на протяжении 2 дней. 7 градусов, ну солнышко из-за туч появится, солнышко так тепло. А потом раз, тучки набегут и все, и опять прохладно. Мы с Юлей вышли на улицу, нам надо сейчас козу, то есть она у нас на заднем дворе пасется, мы ее сейчас вот сюда на придомовую территорию выпустим, потому что за ней приедут в 2 часа, заберут уже, и чтобы через весь двор, чтобы собаки не лаяли, не пугать ее, спокойно сейчас выведем. А то когда кто-нибудь к нам подъезжает, Найда начинает уже все прям разрываться, хозяйка у нас такая, кидаться, ну начинает, а так спокойно. Вот она у нас такая злюка, прям сторожилой. Что у нас еще? Сегодня снег, кстати, у нас полетел, мы поехали за Димой в школу, у них сегодня в субботу, они учились, Петя поет, с 9 часов утра до 11:30. Мы поехали забирать Диму, и тут снежок полетел. Дима говорит, я бегу, и снег колючий в лицо, говорит, скорее добежать до машины. Ну, он буквально 5 минуточек полетел, я даже не успела заснять этот момент. И все. Ну, может быть, вечером будет снег. А так у нас, в принципе, дождика нету, все немножко подсохло, можно уже выйти на огород и несколько грядок сделать. Будем все равно мы делать деревянные эти грядки. Юля хочет в одной, чтобы Саша сделал ей отдельно пару грядок, и она хочет разделить, там зелень посадить. Увидела в интернете, да, ролик? В интернете? Поэтому у Юли будет отдельный мини-огородчик такой. Она хочет поэкспериментировать. Ну, семена мы, в принципе, все приобрели. Картофель мы посадим чуть-чуть попозже. Уже, наверное, ближе к концу марта, да, наверное, где-то так. Поэтому... В середине, ну, планировали как бы, ну вот с середины до конца будем сажать картофель. Еще раз вам отличного настроения, оставайтесь с нами и смотрите, какой у нас будет влог сегодня и чем мы будем в нем заниматься. Юля тут хотела кое-что сказать, а я отключила камеру, поэтому мы вернулись снова. Дорогие наши женщины, наступающим праздником с 8 марта. Желаю вам, чтобы у вас было все хорошо. Самое главное – это здоровье. И пусть наши мужчины обогревают нас. Вот так. Силы. Хотя бы у меня нету, но я обязательно будет. найду. Конечно, найдешь, Юлечка. Дело времени всего лишь. Да. Как говорится, сидя дома, принц домой не придет. Конечно. Это надо общаться, знакомиться, как говорится, в свет выходить, чтобы где-то кого-то найти. Мы вон, Саша, вообще в больнице познакомились, когда я на операцию легла. У нас даже с ним в один день была операция, 19 января на крещение, на святой праздник. Вот у него была операция, она у него быстро прошла, а я попала в реанимацию. Он так за меня переживал, хотя, когда мы с ним познакомились, он особо виду не показывал. Ну, как-то там, что в будущем мы будем жить, иметь детей, как говорится, делить хлеб напополам, пить с одной чашки, как говорится, кушать с одной чашки. Ну вот, это все, конечно, все это случилось в будущем. И Бог вот, соединил же. да, он так переживал, меня потом с реанимации, наверное, через 2 или 3 дня перевели уже в палату, и он начал мне там покупать всякие вкусняшки. Цветы. Цветы, торты привозил в больницу. Хотя бы ты говорила, тебя ругали за торты. Ну, вообще, после операции мне тогда ни сладости, ничего не было. Но он этого не понимал. Его раньше времени выписали. И вот он с этими баулами ко мне в больницу приезжал. И все, мы начали потом потихоньку общаться. Потом я к нему в гости съездила. И он меня потом к своей тете в гости свозил. Мы познакомились с бабушкой, с его познакомилась. Ну и все. И потом началась наша семейная жизнь. Сначала студенческая. Работали, снимали жилье, учились, и все. И потом постепенно переросло это уже во взрослую жизнь, где уже пошли наши детки, быт,
семья и все остальное, в общем. Поэтому я и говорю, сидя дома, навряд ли можно кого-то найти. Но если только через интернет познакомиться. О, нет. Нет? Нет. Нет? Опасно. Опасно. Через интернет. Ну мало. С виду он покажет тебя белым пушистым, Мгм. а потом... Да и в жизни всякое разное может происходить. Сначала люди знакомятся, все идеально, все хорошо, а потом показывают Себя, свое да. настоящее, как говорится, закраданное, которое внутри. В общем, много мы поболтали, побежали мы выводить козу. С Сашей я сколько лет? С малых лет была с ним. А потом, как его забрали в приемную семью, он получил квартиру, меня добрал. А потом жили нормально, а потом себя показал. Ну, вот такие у нас мужчины. Все будет хорошо, главное не унывать. А я не унываю. Слава Богу, живы, здоровы, остальное все постепенно будет. Смотри, вот он опять, этот петух, на молодого кидается. Точно мы его отправим в суп, он уже на белого кидается. Вот задира какой, а. Не подпускает вообще никого. Точно в суп пойдет скоро или в тушенку. Я Драчун бы его такой. бы отправила бы. Куда ты был? В тушенку. В тушенку? Я не успеваю только курочек кормить, яички собирать. А он уже отбегает от меня, оп, на спину клюет. Голландра. Я его тут вышла, тоже вынесла, ну вот то, что на мешанку вынесла, витамины взяла здесь. Вот эти, которые костная мукой-то вот это, мясная костная вот эта Мне мука. запах нравится. А мне не нравится. А Я мне не могу, у нравится. меня аж это до рвотного этого рефлекса. Не знаю, кому как. И я выхожу с этой мешанкой, несу, а он, ну то есть сразу-то его не увидела, а он летит и мне прям в ногу. Я тут эту метелку хватаю, бросила это ведро с мешанкой. Рыжик прилетел. Беру эту метелку на него, а он вот так вот вскрылился и на меня ко-ко-ко. Я говорю, ты сейчас дам, говорю, ко-ко-ко. А сама потом боюсь, думаю, сейчас еще клюнет меня. Он же почувствовал. Ну, Он же когда с печкой подрался, же, печка сейчас как бы старенький. ну, отходит. я не А знаю, теперь он сколько ему чувствует точно себя лет. главарем. Конечно, он, как Саша говорит, он территорию, что ли, как обозначает Да. среди петухов, он как-то ведет себя так. Ладно, побежали мы болтать. Ой, болтать. Фу, господи. Лодочку выводить Работать. в сторону. Всем отличного настроения. Ветер, конечно, у нас очень-очень сильный. Ой. Гуляет. Холодный ветер, да. Один вышел, второго нету. Козочка гуляет. Последние моменты запечатлить. Ну что, все будет хорошо. Она в хорошие руки попадает, в хорошую семью. Молочко подрастет, будет давать со временем. Красавица. Айда ко мне, айда. Уже бородка подрастает. Я, кстати, взяла, сфотографировала и на Яндексе, ну, фотографию загрузила. В общем, написано была порода, что это наанская, или как она? Ну, по-моему, наанская. Надо будет посмотреть мне еще раз. Бородка уже хорошо подросла. Правда, она вот почему-то серенький цвет такой, она всегда беленькая, такая чисто белая-белая была. А сейчас то, что линяет, возможно, потому что в комментариях нам об этом писали. Юля ходит вокруг да около. Айда, айда, моя сладкая, да? Красавица. Извиняюсь за ветер, потому что сильно у нас, прям очень сильный ветер. Солнышко вот выглядывает. На солнышке, ну, тепло становится. Как сильно. Рыжик, где твой брат-акробат? Все, пойдем? Она не сорвется так? Не сорвется? Нет. Ну, пусть погуляет. 2 часа приедут, заберут. Ну все, приехали, забрали нашу козочку. Она прям в машину села, сама почти. Сначала домой порвалась, в калитку, как только отвязали. А потом мы все, ее в машину начали заводить. Она села на сиденье, а потом вперед к водительскому. Я говорю, все, новый водитель. Ну все, уехали, слава богу, все хорошо. А мы в дверь попасть не можем с Юлей. Ну-ка покажи, Юль. Все, там
Там, видите, это у нас то, что мы закрываем, получается, воротину. И вот она встала, и все. И мы не можем зайти, Юля палочкой. Может, Оля на улице? Я говорю, сейчас будем звонить домой, пусть нас запускают. Никак? Вообще, это нам за то, что мы козочку отправили. Ой, кошмар. Оля! Пусти домой! Оля, домой пусти нас. Попасть не можем. Олечка, пусти нас домой. Я сама Пусти нас домой, пожалуйста. Вы что, не можете зайти? А она, вон, видишь, заэтовалась, и все, и мы не могли. Тут стоим, уже хотели Саше звонить. Я сначала не поняла, что орут, кого орут, кого домой запустить. Ну все, ладно, мы пошли домой. Дорогая, пойдем. Мы с Сашей тут подготовили рабочее место, сделали фарш. Это у нас будут ленивые пельмени. Результат я, конечно, покажу вам в конце. Здесь нашу машинку Саша уже установил, поставил. Тут у нас готовое тесто. Подсветку не включила. Сейчас. Делали на 4 стакана. 3 яйца добавляли. Масло растительное. Досточки я уже здесь пищевой пленкой. Ну и стол у нас тоже пищевой пленкой. Фарш у нас говядина и курица. Куриный фарш, получается. Добавили соль, перец и лук. Ну, говядины немного, здесь говядина 400 грамм. Но все равно. Так что мы приступаем здесь готовить, а результат покажем вам уже в конце. Немного покажу вам наш процесс приготовления ленивых пельменей. Саша на машинке вот так раскатывает тесто. Ты сколько, на 5, да, миллиметров делаешь? Да, 5 миллиметров. Мы раньше на 3 делали, но сегодня почему-то... Нет, это не миллиметры. 5 миллиметров это толстющее тесто получается. Просто здесь вот на машинке 5. Так, на машинке 5, где у нас тут, вот она. Но я люблю потоньше, конечно. Но На 3. Марина не любит с тонким тестом возиться. Угу. Так, сделали мы здесь вот большие. Это для взрослых. Здесь вот такие маленькие. Просто раскатываем небольшие кусочки теста. Размазываю фарш по всей длине, ширине. Скручиваю как колбаской и нарезаю. Рулетик. Рулетиком, да. Юля сказала, будет готовить сама их. А тебя не видно, сыночек? Нет. Я стою, чтобы полностью обзор показать. Сначала в сковороду нальем масло, обжарим их с одной стороны, да. потом добавим воды, немножко приправим, и все. И будут готовиться минут 15 они, по-моему. Да, там недолго. Вот Саша все равно тонкое тесто делает, да? Ну, блин, ну потому что мне нравится тонко. Вон, мальчишки, вот они. Так, повыше, повыше поднимай. Подожди, вас не видно. Вот они. Всем привет. Вот они. Всем привет, привет. Каролиночка у нас на дневном сне отдыхает, а мы работаем. Завершили мы с Сашей ленивые пельмени. Здесь вот эти самые, первая досточка крупные у нас получились, тут средние. Ну, а здесь такие тоже средние и маленькие. Маленькие деткам. Сейчас поближе вам покажу, как они выглядят. Вот так. Ленивые пельмени, как розочки. Они, когда готовиться будут, розочку напоминают. Конечно, мы не все приготовим. Одна досточка у нас пойдет в заморозку. Вот так выглядят у нас домашние ленивые пельмешки. Вот, подсветку маленько убавила, чтобы хорошо было видно. Только-только приготовились, мы сели ужинать. Самые первые у нас покушали детки. И теперь мы, девочки, Оля, Юля и я. А Саша у нас сказал, чуть попозже будет. Если кто-то кушает, всем приятного аппетита. Я же говорю, похоже, как на розочки, да? Да. Как розочки, ну. Я хотела вам сказать, мои друзья, сегодня последний день Масленицы. И сегодня, это воскресенье, прощения просить у всех. Кого-то если я обидела, я хочу сказать, простите меня, мои друзья. И что я еще хочу сказать? Масленица уходит. Я хочу, чтобы в этот день был веселым,
праздничным. Веселое настроение. И чтоб все улыбались. Я желаю, чтоб никто не болел. Чтоб было все хорошо у всех. Это самое главное. Я очень сильно люблю свою семью. Марина для меня как дочка. Саша для меня как любимый зять. Ихние дети для меня как внуки. Я их очень люблю. И благодарю Бога, что теперь у меня есть семья, и что у Оли тоже есть семья. Олю я в обиду никому не дам, потому что мы с ней с малых лет вместе, и в горе, и в радости. Она еще как ребенок, Оля. Ну, года идут, мы взрослеем, и она повзрослеет. Слава Богу, она уже начала все понимать. Оля помогает всем нам. Раньше Оля, она была девочка как распущенная. Постоянно в телефоне, постоянно в интернете. Но сейчас у Оли все по-другому. Вот. Снежок пошел. Мои петушки. Доброе утро. Детский садик мой. Вот этот петушок, он кидается. Вчера я привела старого Петю, посадила его сюда. Да, Петенька? Скажи, обижают теперь меня молодые петухи. Старенькие уже я. Постоять не могу до себя, да? Снежок красивенький. Сегодня прощенное воскресенье, последний день Масленицы. Мы просим у вас прощения. Вдруг где-то грубо мы что-то сделали, не так сказали, не так ответили. За все мы просим у вас прощения. Юля у нас всегда так жарит блины. Она любит на вот этой походной плитке готовить газовой. Там баллон вставляется. Мы ее всегда на природу берем с собой, куда ездили всегда отдыхать. Она у нас такая палочка-выручалочка. Юля всегда любит на ней готовить. На электро вот этой вот плитке ей не нравится. Она любит на газовой. Блинчики у нас почти уже готовы. Мы скоро будем садиться пить чай. Сегодня Ярослав не помогал Юле готовить блинчики. Ну, он играл с Каролиной. Ну, Я понимаю. блины у нас жарит только Юля. Она нас не подпускает. Раньше я жарила, потом Юля научилась и сказала: все. Ты и так, говорит, много чего умеешь готовить, поэтому у меня, говорит, блинное дело не забирай. И драники Юля любит готовить. Да. Дряники — это мое любимое дело. Так что вот так у нас. Еще раз вас... Блинчики мы не часто готовим, но дряники. Драники чаще готовим, чем блинчики, всё да. блинчики. Еще раз вас с прощенным воскресеньем, с последним днем Масленицы. Нам уже видео из Сибири прислали, где они Масленицу провожали. Там. Да. Спасибо огромное. Ниночка. Ниночка, огромное тебе спасибо. За деток тебе спасибо, что прислала нам видео. И видео с Масленицей нам тоже прислала. Огромное спасибо. С праздником тебя. Она мне прислала видео, но у нее не сохранилось, где мой крестник залазил на стол. Да? А, эти за сюрпризами, за подарками? Да. Поймала Олю. Всем привет. В душ Оля ходила. Да, помылась.
Мальчишки притихли, в комнате занимаются лего, строят себе всякие разные тут из лего поделки. Дима с Ярославом тут настроили. Сейчас они ушли чай с блинчиками пить. А я зашла, думаю, посмотреть. Ну, у них чистенько в комнате, ничего нигде не разбросано. Каролиночка спокойно сидит, мультики смотрит. А там что такое? Какой-то шкафчик оружейный. Ты мультики смотришь? Да. Ну, мальчишки занимаются лего. Это лего нам прислала тетя Оля из города Суздаля. Ее внучок нашим мальчишкам передавал целый мешок огромный. Даже видео где-то есть. Целый мешок, вот лего, там столько всего. Там и корабль можно собрать. Ты тута, конечно, ты тута. Я потом покажу все количество лего. В воскресный день они чаще всего занимаются лего. Очень много разных делают построек. Каролиночка, конечно, иногда им ломает. Это Ярослава любимый такой пиратский, как они, робот или как его там назвать. У него таких вот очень много. Правда, с разными ручками, с разными ножками. Верну назад. Так. Положить надо. Иду, Юлечка. Ну ладно, меня Юля зовет, побежала я. У нас на обед будет домашняя лапша. Каролиночка тестом занимается, лепит, да? Папа дал. Папа дал, да. Тут я подготовила под лапшу. Саша здесь уже машинку разрабатывает, пока тесто раскатывает. Вот у нас тесто на лапшу. И вот, да. Сейчас у нас... И мама делает, и папа делает, да? Скажи, мама Марина. Скажи. Папа делает. Мама. Скажи, маму зовут Марина. Мама Марина. Папа Саша. Приготовили мы домашнюю лапшу. Сделали здесь вот так на досточке, на маленькой, на большой и вот такой еще большой. Но нам хватит. Еще останется. Мы будем лапшу с курицей готовить. Курицу я уже разрезала, помыла и уже Саша подключил ее, поставил варить. И машинку сейчас я буду все протирать, потому что она вся в муке уделанная. Вот это вот работали, да. Вот эта насадка, которая здесь. Саш, помоги мне ее это снять. Здесь вот крупная лапшу, которую мы вот эту делаем, а здесь прям мелкая, вообще прям маленькая. Но мы уже как-то много раз в роликах показывали. Раз и снял, и все. Вот так. Саша все хочет равиоли сделать. Я говорю, давай попозже. С мясом только. Ну все, разбирай тут, раскручивай все. Я вытирать ее буду. Мыть ее нельзя, поэтому... Бумажным полотенцем. Бумажным полотенцем протру. Протру. Вытеру. Высушу. Высушу, вытру. Вот всем праздник! Вот она, масленица! Масленица! Разжигать будем сегодня! Масленица, воротись, да или... All I want
родственницы. Желаю вам всего хорошего и прошу прощения за все грехи. А Люлечка? И Лёлечка, поздравляю вас с родственницей. Желаю вам счастья, удачи, успехов и здоровья. Молодец. Проводила Сашу уже, он пообедал, как вы уже увидели, мы готовили домашнюю лапшу с курицей, с курицей, в общем, пообедал, у него был предварительный заказ, успел он, конечно, покушать, и уже поехал он в Гулькевичи. Работать он сегодня будет, ну, сказал, часов до 10 поработаю, говорит, и приеду домой. Я сходила, его проводила, рыжики со мной вышли, погуляли, побегали и все. Как вы уже увидели, нам прислали видео с Сибири. Мы несколько раз пересмотрели. Ниночка, огромное тебе спасибо. Это видео с того места, где мы продали квартиру однокомнатную и переехали сюда, в Краснодарский край. Когда показывает Нина, получается, вот ДК-клуб, и в сторону там обшитый такой сайдингом полутрехэтажный. Вот у нас квартира была там на 3-м этаже. И край дома этот видно, в общем, на видео. И, Наденька, огромное тебе спасибо. Я тебя очень-очень сильно люблю. Вас всех-всех очень люблю. Скоро приедем и увидимся. В этом ролике мы будем с вами прощаться. Увидимся мы с вами совсем скоро. Всем огромное спасибо. И еще раз вас с праздником. Прошу прощения, если вдруг кого-то я обидела, что-то грубо ответила, где-то... Возможно, кто-то ко мне обратился, и я еще не ответила, потому что, ну, не успеваю, нет у меня физически выделить времени и всем все вовремя ответить. Огромное вам спасибо за поддержку, за добрые пожелания, за все спасибо. До новых встреч. Пока-пока.